Сбежать из Саратова — это очередной инди-хоррор про закулисье, в котором нам предстоит в одиночку или с друзьями сбегать от страшных ебак и решать простые, не очень головоломки. Здесь нас ждет 18 уровней разного уровня дизайна и каноничности. Разумеется, все это приправлено багами, душными моментами и шизофренией. Это видео является пересказом, а не обзором, и спойлерит страшные моменты игры. Итак, добро пожаловать в закулисье. На стене мы находим туалетную бумагу с прекрасным переводом. Этот уровень представляет из себя типичный нулевой уровень с желтыми обоями, гудящими лампами и лестницей. Теперь тут нужно аккуратно пройти... Блять. Ладно, здесь ведь ничего не может случиться. Я же не говорил о том, что я дико боюсь хорроров. Так вот, я дико боюсь хорроров. Решив головоломку для дошкольников, спускаемся на лифте и узнаем о главной механике рассудка и миндальной воды. О, кто это? Неужели другой челок? Блять! Эта херня называется Кожекрат и будет доставать нас на протяжении всей игры. Найдя ключи, проходим на уровень, где явно есть проблемы с освещением и местным населением. Но сквозь боль доходим до лифта. Здесь нам впервые нужно выйти в хаб. Место, откуда можно вернуться на уже посещенные уровни. Спустя пару открытых экзешников ворота открываются. Мы выясняем, что данным уровнем владеет Детек. И скажу вам так, эти выключения максимально сломанные. И просто добежать за это время невозможно. Поэтому для прохождения сломанного уровня нам придется ломать механику передвижения прыжками. Добро пожаловать на второй уровень. Или же симулятор ходьбы. Со страшной ебакой в конце. По прибытии на зону нам необходимо включить щитки. Какой же хоррор обойдется без щитков? Думаю, ничего сложного в этом нет. А это что за херня? Местные собачки пугаются светом, так что, используя эту механику, включаем все щитки и... Амогус. Самый спокойный уровень этой игры — очередная простая загадка. Правда, уровень пустоват. Вторым этапом этого уровня является стелс. А еще здесь есть лом. Зачем он тут? Отель с загадками и мотыльками, которые магическим образом превращаются в желе. Ну ладно, это было быстро. Поздравляем с прибытием на ужаснейший этап игры. Угадайте, что нас ждет. И с вот этим постояльцем отеля необходимо найти эти ёбаные листочки. Ну, а еще здесь есть собака. Прощай, попуск. Добро пожаловать в котельную 5-го уровня. Всем матефобам привет, остальным соболезную. Благо по уровню расставлены вентили со спреем от насекомых, так что налегке проходим этот лабиринт. На самом веселом уровне нас поджидают крайне накачанные ребята, которые любят слушать веселую музыку. Наверное, это самый напряженный уровень этой игры. А еще тут встречается чудесный напиток. Хотели что-то еще? Ну, тут можно лопать шарики. Многие находят этот уровень расслабляющим, как и наш персонаж. Главной опасностью здесь выступают африканские комнаты. Но главная цель здесь — это ходить. Нет времени объяснять! Просто суй жопу на нас! Здесь нам предстоит пробежать, уклоняясь от медицинского оборудования и прочих препятствий. Разумеется, медлить нельзя, ведь нас преследует не очень добрый медперсонал. Конец? Нет, нас заскамили. Это всего лишь один из уровней, в котором нам нужно собрать 24 кассеты, которые иногда не засчитываются. В чем же подвох? По уровню ходит вот это. Ну и на этом уровне снова случается пранк от ДТ. Итак, уровень 9, 2, 2, 3, 3... Нет, блять, я не буду все это читать. Этот уровень представляет из себя бесконечно винтовую лестницу. Если вы ожидаете подвоха, то позвольте разочаровать. Вам нужно подняться на 100 ебаных этажей, а потом исполнить мое желание в 15 лет. После такого падения кажется, что у нас случился бэд-трип, но на самом деле мы попали на 94 уровень. Впервые за 10 лет наш персонаж потрогал траву и увидел солнце, поэтому его рассудок падает с невероятной скоростью. Также на уровне присутствуют крайне подозрительно выглядящие фургоны, которые на самом деле полезны. Настоящая опасность кроется в ночи, когда к вам приходят первоклассники и пытаются взять вас числом. Избежав полуросликов, персонаж показывает результаты похода в зал и забирается на 100 метров по канату. По поднятию решаем простую головоломку и оказываемся на сходке фанатов Ханка Импакта. Вот это хоррор. Оказывается, что клоун научился телепортироваться к вам за спину, но он выглядит слишком гуфи. После зарядки садимся в вагонетку и уезжаем отсюда. На первый взгляд может показаться, что тут тоже всем заправляет Детек, но на самом деле главный здесь Лёша Слепой, двоюродный брат Степана Всеслышащего из-за пирофобии. На этом уровне большое количество припасов, поэтому забираем нашего друга пылесоса в одном из шкафчиков и проходим дальше, где знакомимся с основной механикой этого уровня. Тачковётом. С помощью этого невероятного гаджета ориентируемся и избегаем Лёшу. Уровень проходится очень просто. Добро пожаловать на пляжный эпизод закулисья. Пусть плыть здесь невероятно стрёмно, но помереть здесь можно только от нехватки рассудка. После этого спускаем... А это что за хуйня? На самом деле пусть очко тут сжимается неимоверно, но опасности здесь нет. Уга-буга. Простите, просто увидев родной дом не сдержался. Здесь нас встретят уже знакомые друзья мотыльки, крайне недружелюбный мостик и... Нет, ну пожалуйста, ну только не опять! Но напоследок у меня есть вопрос к разработчику. Где пауки? Скажу честно, меня уже тошнит от вида желтых обоев. Решив простую головоломку, открываем шкаф и находим... бензопилу? Наш персонаж иногда любит переворачиваться и лежать.
бежать, так что терпим. Опять желтые стены! Здесь нас встречает уже знакомый француз по имени Уебан. При помощи ловкости и удачи необходимо прожать 4 рычага и сбежать от француза. А еще тут есть холодильник с прекрасным напитком, головоломка на память и лифт. Приехав в поселок городского типа, нам необходимо найти терминал, где отмечены определенные дома. Проникнув в дом, нашей задачей становится взломать старые компьютеры, хотя их возраст вряд ли сравним с их владельцами. Кстати, о них. Главными опасностями на этом уровне будут негры с монтировкой и Бихолдер. Здорово, Бихолдеры! И отдельный привет злобоглазым в домах пожилых угольков. Нам необходимо освоить стелс на полную. После взлома центральные ворота оказываются открыты. Попав в подвал, нам зачитывают инструкцию. Я считаю этот уровень одним из лучших. Почему? Здесь можно связать и оттарабанить негра. После возвращаемся и открываем другие ворота. Вроде нужно просто пройтись по дороге. Ничего сложного. Нам нужно поиграть в Far Cry и активировать вышки, которые приведут нас к концу. Правда, при активации первой вышки появляется Человек-бензопила и явно желает нам помешать. Но учитывая его скорость, у него это получается не очень. Нет слов, одни эмоции. Какие ёбаные фрустрации! Начать воспроизведение через 3, 2, 1.